Не успел я записать ролик по предыдущему сливу геймплея UFL, потому что были другие ролики, потом канал заблокировали, как вдруг команда Strikers поделилась официальными кадрами игрового процесса UFL. Спойлер, там не все так идеально, как хотелось бы наблюдать. Однако, обо всем по порядку. Я рад вас приветствовать на канале Realistic PS, устраивайтесь поудобнее и не забывайте поддерживать это видео лайками. В комментариях я буду ждать ваше мнение по поводу геймплея, ну а если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. В отличие от предыдущего слива геймплея, этот геймплей самый что ни на есть официальный. Предыдущий тоже не был фейковым, однако это была, так сказать, экранка от генерального директора студии, так сказать, небольшой троллинг и в целом подогревание интереса. Нам показали ассеты стадиона и немножко кадров игрового процесса, который был максимально прямолинейным. Здесь же нам показали побольше игровых моментов, в частности перепасовки, удары по воротам и тому подобное. Поэтому давайте рассмотрим это поподробнее. Что интересно, в рамках данного геймплейного отрывка нам показывают игру двоих игроков, а не только одного. То есть здесь демонстрируется игра реального человека против реального человека, а не игра с искусственным интеллектом. И что стоит отметить, так это то, что мяч движется достаточно прямолинейно. То есть забудьте про FIFA и уж тем более про eFootball и 21 часть PES. Здесь пасы максимально прямолинейные, и это выглядит достаточно страшно на самом деле. То есть у нас 2022 год на дворе, и настолько прямолинейное движение мяча, оно немного настораживает. Что-то похожее мы наблюдали во времена выхода PES 2012, PES 2013, но когда это было? Уже больше 10 лет назад. И сейчас мы получаем нечто похожее, а именно прямолинейные удары, прямолинейные пасы и как-то так. В общем, там выглядит это не очень хорошо. Что же касаемо анимации игроков, то здесь также не пахнет разнообразием. То есть, можно сказать, что у всех игроков по 5-10 анимаций на всю команду, на все две команды. А поэтому какие-то игроки двигаются одинаково, какие-то игроки немного по-разному, но факт остается фактом, анимаций не сказать, что прям много. Отчетливо это можно заметить, когда разработчики демонстрируют баги, а в частности концовку ролика, когда якобы коннект обрывается. Игроки застывают на месте, но все еще продолжают двигаться, то есть анимация бега воспроизводится, и они все двигаются совершенно похоже. Но несмотря на всю прямолинейность пасов, во время игрового процесса проскакивают кадры с навесами в штрафную, и они выглядят максимально аркадно, напоминает ту же самую FIFA. PES подобная передача, скорее всего, не прошла. А если бы и прошла, то явно из другого положения. Но никогда в штрафной один нападающий и более двух защитников. Но все это рассуждение из серии «Удар шведой», если вы понимаете, о чем я. Поэтому подобные моменты остаются на откуп вам в комментариях под этим роликом. В целом, по ходу игрового процесса заметно, что инерция, как таковая, у игроков и мяча, она по сути не чувствуется. Игрокам не нужны лишние касания, чтобы подработать мяч, занять более удобную позицию, нанести удар. Яркий тому пример — скидочка навесом на одного из игроков, после чего тот скидывается партнеру, тот спокойно принимает и с полуразворота бьет по воротам. Опять-таки, в FIFA и в PES игрокам понадобилось лишние движения, чтобы принять мяч, немного развернуться, чтобы нанести удар. Здесь же это делается все достаточно быстро, спокойно и без каких-либо проблем, учитывая, что игрока опять-таки сопровождают защитники. То есть они вроде есть, а их вроде и нет. Ну и один из моментов, который мне особенно понравился, это демонстрация финта Радуга с последующим ударом. То есть, ну, самая обычная казуальщина, аркада, я не знаю. Та же самая FIFA, что для нее естественно, и этот момент в лишний раз нам дает в этом убедиться. Для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо, но на упертый реализм рассчитывать не стоит. И завершается этот геймплейный ролик с демонстрацией багов, которые были обнаружены разработчиками во время тестирования. В лишний раз можно отметить, что игра находится в сыром состоянии, и все эти баги это лишь подтверждают. Баги с сеткой, которая вот как-то вот так вот лагает, хотя во время обычного игрового процесса ее физика даже не была заметна. Деревянные движения игроков, прямолинейные движения, ошибки игроков при выполнении тех или иных движений, то есть ошибки скриптов, ошибки выхода вратарей и тому подобное. Это все показывает, что игра еще далека от идеала, и разработчикам предстоит еще очень и очень много работы. В нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале я уже спросил ваше мнение по поводу геймплея, и многие ответили отрицательно, что это все хует, параша, хуй и тому подобное. Поэтому в комментариях под этим роликом я также буду рад узнать ваше мнение по поводу геймплея, только на этот раз уже без мата, потому что YouTube подобные комментарии фильтрует. Ну и не забывайте поддерживать лайком этот ролик, если еще этого не сделали. Если вы на этом канале впервые, то обязательно подписывайтесь. Говорим не только про eFootball, но и про UFL иногда, да, бывает.
Ну и прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики. У меня на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Всем удачи, дорогие друзья, приятной игры и всего самого наилучшего.